В этом видео поговорим о полезных свойствах и особенностях применения в терапевтических целях такого растения, как терминалия арджуна. Известно из многочисленных источников, что растения рода терминалия на протяжении веков использовались в этномедицинах, в том числе и в дошедшей до нашего времени аюрведической медицине. Непосредственно растение терминалия арджуна, а также имеющие ряд других наименований, например, просто арджуна или кукубха, использовалось издревле в аюрведической медицине и как монопрепарат, и как ингредиент в составном лекарстве. Стоит заметить, что несмотря на известный длительный опыт использования арджуны в медицинских целях на индийском субконтиненте, а также на Шри-Ланке, в основном как практически безвредный кардиопротективный препарат, в настоящее время доступны результаты ряда исследований, позволяющих рассматривать данное растение, с одной стороны, как объект давно знакомый, свойства которого прошли проверку жизнью, а с другой стороны, Арджуна – это объект с обширным исследовательским потенциалом, для которого нужны длительные исследования в целях понимания вновь открываемых возможных полезных свойств. Также необходимо с учетом развития современных методов исследований добиваться полного подтверждения предполагаемого фармакологического воздействия. И что особенно важно, ввиду неуклонного роста продолжительности жизни людей, показать отсутствие нежелательных эффектов, а именно отсроченных. Посмотрите данное видео вместе со специалистом, рекомендовавшим вам его употребление, и давайте вместе разбираться. Итак, что мы знаем о терминале Арджуна? Это большое вечно зеленое дерево, которое довольно распространено, в том числе растет по всей Индии и принадлежит семейству камбретовых. Само семейство камбретовых чрезвычайно широко и состоит из двух десятков родов, включающих около 600 видов, распространенных преимущественно в тропических лесах, иногда в мангровых зарослях. Растения семейства камбретовых могут выглядеть как деревья, кустарники или деревянистые лианы. Вообще, стоит сказать, что растения семейства камбретовых – одни из наиболее широко используемых лекарственных растений в мировой этнофармакологии. В употреблении находятся более 50 видов растений. Наряду с использованием этих растений в современной медицине камбретовые присутствуют в традиционной китайской, тибетской, иранской, персидской медицинах, в системе индийской аюрведической медицине, как я уже упоминал. Например, плоды терминалия билирика и хебула входят в трифолу, пожалуй, самую известную комбинацию в аюрведической медицине. Ее применяют в качестве слабительного, детоксицирующего и омолаживающего действия. Одним из удивительных родственных арджуне растений является терминалия хебула. Оно широко используется для лечения заболеваний, например, в традиционной медицине Ирана. Им лечат многое, включая слабоумие, запоры и диабет. Это дерево известно в иранской традиционной медицине как халили или халиладж. Для лечения используются его плоды. В иранской традиционной медицине препарат из плодов описан как вяжущее средство с холодным и сухим характером. Традиционно лечились терминалией хебулой такие состояния, как лихорадка, а также психологические и психиатрические проблемы. Хебулу также называют король монгольских и тибетских лекарств. Это растение является лекарством от широкого спектра заболеваний. Современные фармакологические исследования показывают, что этот миробалан обладает множественной биологической активностью, включая противомикробную, противовоспалительную, антиоксидантную, а также противоопухолевую. Многочисленные исследования, проведенные на терминале Хебула, подтвердили наличие широкого спектра биоактивных фитохимических веществ, таких как флавоноиды, дубильные вещества, фенольные кислоты, тритерпеновую кислоту, галоилглюкозу, антрахиноны и другие биологически активные соединения. Терминалия Хебула также широко изучается в отношении других видов фармакологической активности, таких как гепатопротекторная, нейропротекторная, цитотоксическая, противодиабетическая. Напишите в комментариях, если вам интересны результаты последних исследований по Хебуле. Постараюсь снять про полезные свойства этого растения отдельное видео. Но вернемся к терминалии Арджуна. Терминалия Арджуна изучалась при различных состояниях, в первую очередь связанных со здоровьем сердца. К таким состояниям относятся хроническая стабильная стенокардия или стабильная ишемическая болезнь сердца,
хроническая сердечная недостаточность, гиперхолестеринемия – это нарушение обмена жиров и фракций холестерина, восстановление после инфаркта миокарда, артериальная гипертония. Согласно расхожему мнению в кругах целительства, считается, что Арджуна, условно говоря, подтвержденно эффективна при борьбе с вышеупомянутыми нарушениями. Есть ряд исследований, которые достаточно достоверно показывают, что терминалия Арджуна может быть эффективной при лечении различных заболеваний сердца. Например, препараты из Арджуны показали многообещающую эффективность в случаях с застойной сердечной недостаточностью. Они уменьшили симптомы стенокардии и улучшили сердечную функцию. Также в исследованиях есть упоминание, что препараты могут помочь снизить уровень холестерина, а также справиться с гипертонией. Тем не менее, следует сказать, что для окончательного установления эффективности препаратов необходимы более строгие клинические испытания. Приводя сведения из истории Арджуны, полученные как наследие из древних книг, и сведения из задокументированных наблюдений ученых предыдущих поколений о характере воздействия Арджуны на организмы, можно сказать, что в основном она давала такие преимущества для сохранения и усиления здоровья, как антиоксидантные свойства, противовоспалительные действия, потенциальное снижение риска развития атеросклероза, кардиопротекторные качества. Все это – огромное поле для исследования и подтверждений современными средствами. Поэтому далее переходим к более свежим исследованиям. Например, есть исследования о влиянии арджуны при онкологических заболеваниях. Так, этаноловый экстракт семян терминалия арджуна показал 90% токсичность в отношении опухолевых клеток ДЛА, лимфомы Дальтона, и увеличил продолжительность жизни мышей с раком до 87%. При этом введение экстракта улучшило показатели крови у мышей, что указывает на потенциальное выздоровление опухоли. В ряде исследований был выделен новый элагитонин. Эти вещества представляют собой разнообразный класс гидролизуемых тонинов, дубильных веществ. Это вещество получило название арджунин. Существует ряд обнадеживающих исследований, что наряду с другими известными соединениями, выделенными из терминалия арджуна, арджунин может проявлять противораковые свойства. Казуаринин, гидролизуемый тонин, выделенный из коры терминалия арджуна, ингибирует клетки немелкоклеточного рака легких человека. Он блокирует развитие клеточного цикла в фазе G0, G1 и индуцирует апоптоз. Повышение уровня белка фаз АПО1 и двух форм фаз-лиганда, мембраносвязывающего и растворимого, могут быть ответственными за апоптотический эффект, также индуцируемый казуаринином. Экстракт коры терминалия Арджуна индуцировал апоптоз также в линиях клеток опухоли печени человека, что указывает на цитотоксический потенциал. Но вернемся к исследованиям о воздействии на сердечно-сосудистую систему. Как советы из древних рецептов, так и современные производители рекомендуют арджуну в основном как кардиопротективный препарат. Растение традиционно использовалось и используется в качестве сердечного тонизирующего средства и дает надежду при лечении ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и при контроле высокого уровня холестерина. Существуют вполне достоверные исследования. Это то, что на какой-то момент было действительно подтверждено. Экстракт коры арджуна продемонстрировал липидоснижающее и антиоксидантное действие у крыс с гиперлипидемией, потенциально способствуя профилактике ишемической болезни сердца. Ряд исследований показал, что терминалия арджуна улучшает функцию эндотелия у хронических курильщиков и оказывает гастропротекторное действие против язв. Было обнаружено, что использование терминалия арджуна в сочетании с ашвагандой повышает физическую работоспособность и кардиореспираторную выносливость у здоровых молодых людей. Хочу отдельно заметить, что ашваганда, то есть посленовое растение витания сомнифера, может вызвать ряд неожиданных побочных эффектов, поэтому не стоит использовать его без специальных рекомендаций от специалистов. Водный экстракт терминалия аэроджуна проявлял гепатопротекторные свойства, противодействуя окислительному стрессу в клетках печени. Однако в исследовании, опубликованном в 2016 году,
по клинической эффективности водного экстракта коры стебля терминалия Арджуна у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, тогда проводилось довольно ответственное двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование. Были выбраны 100 пациентов, получающих стандартную фармакотерапию с ХСН-2 функционального класса понюха Нью-Йоркской ассоциации. Эхокардиографическая фракция выброса левого желудочка у них составляла менее 40%. Первичным показателем результата было изменение фракции выброса левого желудочка через 12 недель. Вторичные показатели результатов включали изменения в функциональном классе понюха, расстоянии, пройденном при тесте 6-минутной ходьбы, качестве жизни, согласно опроснику Канзас-Сити по кардиомиопатии. Оценивался натриуретический пептид мозга плазмы, цитокины плазмы, интерлейкин-6, высокочувствительный С-реактивный белок и фактор некроза опухоли альфа. Также велся контроль за количеством эритроцитов в крови и за маркерами окислительного стресса. Это супероксид дисмутаза, глютатион, каталаза крови. Все это важные показатели защиты клетки от окислительного повреждения активными формами кислорода. Контроль велся через два периода – 6 и 12 недель. Оценка безопасности проводилась путем мониторинга нежелательных явлений и лабораторными исследованиями. Какие были получены результаты? Экстракт арджуны хорошо переносился, но не влиял на фракцию выброса левого желудочка сердца. Разница была практически незначительна. При этом было отмечено улучшение у пациентов, принимавших экстракт арджуны, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо, в показателях по пройденному расстоянию в 6-минутном тесте, а также в доменах тяжести симптомов и стабильности по канзасскому опроснику. Как вывод, экстракт арджуны не улучшил фракцию выброса левого желудочка у пациентов с ХСН в течение 12 недель, хотя у некоторых пациентов наблюдалось улучшение функциональных возможностей, антиоксидантных резервов и связанных с соответствующими симптомами показателей качества жизни. Довольно скептический вывод с одной стороны, но не ломающий общую картину кардионаправленности действия арджуны с другой. По прошествии нескольких лет, уже в 2022 году, было опубликовано исследование о влиянии препарата, теперь уже на здоровых людей. Проводилось рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование. Изучалось влияние запатентованного препарата Оксиджун на фракцию выброса левого желудочка и потребление кислорода миокарда. Оксиджун – это запатентованный стандартизированный водный экстракт коры терминалия арджуна. Ранее он показал многообещающую пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы у здоровых молодых людей. В исследовании здоровые взрослые в возрасте от 30 до 70 лет в количестве 72 человек были включены в группы для изучения влияния препарата при приеме в течение 8 недель в дозе 400 мг в день. Оценивалась насосная способность миокарда, в первую очередь фракция выброса левого желудочка. Вторичными конечными точками были улучшение соотношения диастолического наполнения, РПП, это в нашей системе ЧСС умноженное на систолическое давление, а также шкалы тяжести утомления. Также было изучено влияние препаратов на уровни липидов в крови и гамма-глутамилтрансферазу. Безопасность вмешательства оценивалась путем мониторинга нежелательных явлений, показателей жизненно важных функций, как частота сердечных сокращений, артериальное давление, температура тела и показателей печени, а именно трансаминаз. Также оценивалось здоровье почек по сывороточному креатинину. Как результат, препарат увеличил фракцию выброса левого желудочка на 6,5% от исходного уровня по сравнению с 0,24% в группе плацебо. Значительным достижением является то, что было зарегистрировано снижение утомляемости на 22,5% по сравнению с исходным уровнем. Кроме того, замечено, что в ходе исследования не наблюдалось нежелательных явлений, связанных с вмешательством. Таким образом, исследование показало, что препарат может улучшить насосную способность сердца за счет значительного увеличения фракции выброса левого желудочка, а также за счет снижения утомляемости у самой разнообразной здоровой популяции. Получается, что арджуна больше профилактическое стимулирующее средство, чем лекарство для облегчения болезней. Переходим дальше. Есть масса исследований по антиоксидантным и противовоспалительным свойствам арджуны. В исследованиях
Экстракты показали антиоксидантное действие на почки крыс и защищали животных от генетических повреждений. Экстракты коры растения продемонстрировали противомикробные свойства и потенциал для лечения бактериальных ушных инфекций. Арьюнолевая кислота, также из коры растения, смягчала у мышей повреждение печени, вызванное кадмием, и повреждение яичек, вызванное мышьяком. Водный экстракт растения защищал от окислительного стресса тканей сердца и почек от повреждения четыреххлористым углеродом. Также есть исследование, что кора арджуны обладает ранозаживляющим действием. Интересно, что кора арджуны обладает в том числе и такой целебной биологической активностью. Об этом упоминается в книге Сушрута Самхита. Это древний санскритский текст по медицине и один из наиболее важных трактатов по этой теме, сохранившихся со времен Древнего мира. Сборник Сушруты для информации является одним из основополагающих текстов индийской традиционной медицины. Водно-спиртовой экстракт коры терминалии Арджуна наносили на кожные раны крыс, ускоряя заживление. Соединения терпеноидов, присутствующие в коре растения, также благотворно влияют на регенерацию костной и мышечной тканей лягушек. Кстати, древние целители племен Ариса и Восточный Гат, это в Индии, также использовали кору в виде пасты для лечения переломов костей животных, а иногда и людей. Также есть исследование, что кора Арджуны обладает противоастматической активностью. Как это работает? При активации тучных клеток, а это наши защитные клетки, и они участвуют в развитии воспаления, а также в реакции гиперчувствительности первого типа, защите организма от паразитов и других антигенов и ряде других процессов. Иными словами, тучные клетки играют одну из ключевых ролей развития аллергии и анафилаксии. Так вот, при их активации высвобождаются многочисленные медиаторы, в том числе гистамин и ацетилхолин. Обнаружено, что спиртовой экстракт арджуны, содержащий арджуноловую кислоту, важен для стабилизации тучных клеток. При этом, как мы знаем, гистамин вызывает сужение бронхов, что приводит в том числе и к астме. Спиртовой экстракт арджуны в дозах 250 и 500 мг на килограмм массы тела обеспечивал, соответственно, 28 и 40% защиту от гистамина и, соответственно, 25 и 35% защиту от еще одного медиатора, в том числе участвующего в аллергических реакциях – ацетилхолина. Также арджуна показала наиболее обнадеживающие результаты в исследованиях по диабету и связанным нарушениям метаболизма. Водно-спиртовые экстракты арджуны показали противодиабетическое действие на крысах, улучшая профили ферментов углеводного обмена и снижая уровень маркеров в сыворотке и тканях. Экстракты трав, изготовленные в том числе из терминалии арджуна, ингибируют активность альфа-амилазы, что указывает на потенциальную возможность управления гипергликемией при диабете. Ингибирующая активность дипептидилпептидазы ДПП-4 терминалии арджуны оказалась сравнима с активностью вилдаглиптина. Люди, у которых есть диабет, хорошо знакомы с этим препаратом. Кроме того, ингибирующая активность ДПП-4 приводит к значительным кардиозащитным эффектам при диабете. По результатам докинг-исследования арджугенитин, арджугенин, элаговая кислота, арджуновая кислота продемонстрировали превосходную ингибирующую активность ДПП-4 по сравнению с синтетическими ингибиторами ДПП-4, ситоглиптином и вилдаглиптином. Поясню, что такое докинг. Поскольку ингибитору ДПП надо связаться со своим рецептором на самом ферменте, поиск своего рецептора идет по принципу поиска оптимального положения ключа, или точнее говоря, связи ключа и замка. Когда можно считать, что ключ и замок подошли и связались? Когда свободная энергия связывания минимальна. Арджуна продемонстрировала значительные ингибирующие свойства по ДПП-4. Было зафиксировано значительное снижение гликированного гемоглобина и кардиопротекторные эффекты. Это восстановление показателей креатинфосфокиназы МБ в миокарде на экспериментальной модели инфаркта миокарда, сосуществующего с диабетом. При всех фактах о полезности необходимо говорить и о потенциальных недостатках или пробелах в знаниях об арджуне. Хотя арджуна в целом считается безопасной, некоторые потенциальные недостатки – это желудочно-кишечный дискомфорт, возможные неизученные взаимодействия с другими лекарствами,
А также нужно говорить и о недостаточности данных о его долгосрочной безопасности, особенно с учетом современной продолжительности жизни. Также надо сказать и о влиянии генетических отклонений. Исследования взаимодействия Арджуны и конкретных генетических изменений ограничены. Некоторые исследования показывают, что генетические факторы могут влиять на индивидуальную реакцию человека от лечения травами. Поэтому лица с определенным генетическим профилем могут испытывать более значительное воздействие или побочные эффекты. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять связь Арджуны и генетических отклонений. Кроме того, следует сказать еще об одном важном ограничении, точнее говоря, особенности, которую стоит брать во внимание при приеме Арджуны. В одном из результатов исследований, опубликованных в 2006 году, изучали возможное участие гормонов щитовидной железы в изменениях перекисного окисления липидов в сердце и печени при использовании экстракта коры растения у крыс-альбиносов. Одновременное введение 21 и 42 мг на килограмм растительного экстракта снижало уровень гормонов щитовидной железы, а также сердечное перекисное окисление липидов, что позволяет предположить возможное опосредованное действие препарата через угнетение функции щитовидной железы. Эти эффекты были сопоставимы со стандартным антитиреоидным препаратом пропилтиоурацилом. Было также обнаружено, что данный растительный экстракт подавляет концентрацию тиреоидных гормонов у животных с эутиреоидным статусом в обеих дозах, что позволяет предположить, что экстракт коры арджуны может вызвать гипотиреоз у здоровых и эутиреоидных субъектов. При исследовании уровня перекисного окисления липидов в печени у животных с гипертиреозом после введения растительного экстракта наблюдалось снижение, а у животных с эутиреозом оно было повышено, что указывает на его окислительную, то есть вредную природу для нормальных здоровых объектов. Когда препарат вводили животным с эутиреоидным статусом, концентрации гормонов щитовидной железы в сыворотке снижались, тогда как пол в печени увеличивалась, что указывает на токсичность, вызванную препаратом у эутиреоидных субъектов. Хотя субоптимальная доза препарата оказалась нетоксичной для печени, она оказалась бесполезной, поскольку не могла повлиять ни на функции щитовидной железы, ни на перекисное окисление липидов в сердце. Поскольку у эутиреоидных животных уровень гормонов щитовидной железы снижен, а пол в печени повышен, предполагается, что не следует употреблять большие количества этого растительного экстракта, поскольку это может вызвать гепатотоксичность, а также гипотиреоз. Поскольку содержание обоих гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 было снижено в тестируемом материале, представляется, что экстракт арджуны способен подавлять функцию щитовидной железы как на уровне желез, основной источник синтеза Т4, а также на периферическом уровне, превращение Т4 в Т3, что является основным путем выработки Т3. В заключении исследования говорится, что его результаты ясно указывают на то, что умеренные дозы экстракта коры арджуны потенциально могут улучшить состояние Т4 индуцированного перекисного окисления липидов в сердце, возможно, за счет подавления функции щитовидной железы. Это происходило у самых крыс. Однако более высокая концентрация может быть гепатотоксичной, поэтому следует избегать приема большого количества экстракта коры арджуны. Кроме того, предполагается, что этот растительный экстракт не следует употреблять обычным здоровым людям, так как он может вызвать гепатотоксичность, а также гипотиреоз. Важно сказать, что аспекты использования тиреоидных гормонов в кардиологии изучаются постоянно на протяжении последних десятков лет. Несмотря на множество выдвигаемых идей о возможности использования гормонов щитовидной железы в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, роль и связи этих гормонов по-прежнему остаются неоднозначными. Также дискутируется тема дозы, продолжительности воздействия гормонами на пациентов с субклиническим гипотиреозом и нарушениями сердечно-сосудистой деятельности. Существует ряд наработок по контролю по ТТГ, по поиску маркеров, отражающих внутрисердечный метаболизм гормонов щитовидной железы, но все это перспективное будущее. В разрезе рассматриваемых нами препаратов из арджуны важно то, что тиреоидные гормоны имеют положительный эффект в отношении диастолической функции. Таким образом, ученым еще предстоит изучить потенциальную роль тиреоидных гормонов
терапии сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса. Известно то, что индуцированный гипертиреоз, как следствие, дает неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это укорочение систолы, увеличение количества предсердных экстрасистол, гипертрофия левого желудочка, фибрилляция предсердий и желудочковые аритмии, а также на костную ткань. Это снижение плотности костной ткани, ускоренный остеопороз и так далее. Имеющиеся данные экспериментальных и клинических исследований позволяют выдвинуть предположение, что терапия гормонами щитовидной железы способна улучшать клинический статус пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и показатели их гемодинамики с минимальным риском развития осложнений, прежде всего аритмий, но при этом с риском развития проаритмогенных эффектов и возможности индукции ишемии, повреждения миокарда. Поэтому варианты, как использовать арджуну для лечения сердечно-сосудистых нарушений у больных, принимающих тиреоидные гормоны, имеющие нарушения эндокринной регуляции в целом, в настоящее время дискутируются и требуют дополнительных исследований. При всем при этом вернусь к позитивным исследованиям последних лет. Исследование 2019 года показало на животных эффективность препаратов из арджуны в уменьшении гипертрофии сердца, вызванной изопротеринолом. Изопротеринол или изопринолин – это бета-адреномиметик. Наблюдение ученых о том, что арджуна восстанавливает сердце подавляющее большинство генов, активируемых и подавляемых изопротеринолом, имеет огромное значение. Конец ролика приведу, наверное, самые свежие исследования 2023-2024 года из Таиланда. Противовоспалительный потенциал тайского традиционного средства под названием прабхамутавид на животной модели острого и подострого воспаления. В традиционной медицине Таиланда есть сбор под названием прабхамутав, кратко ПКТ. Это тайское лекарственное средство, состоящее из 23 растений и внесенное в национальный список основных лекарственных средств Таиланда. Это средство уже много лет используется для лечения аллергического ринита и астмы в тайской традиционной медицине. Кроме того, в нескольких исследованиях сообщалось о противоаллергическом, противомалярийном, противовоспалительном и антиоксидантном действии этого препарата. В этом исследовании тайские ученые изучали противовоспалительную активность экстракта ПКТ на живых моделях. Изучалось как острое воспаление в течение 24 часов методом координанового отека лап, и кроме того, в течение 7 дней исследовали подострое воспаление с использованием метода формалин-индуцированного отека лапы. В исследовании группы животных получали экстракты ПКТ перорально за 3 часа до инъекции, а затем в подподошвенную часть правой лапы крысы вводили вещества для создания отека лапы. Толщину лапы измеряли штангенциркулем через регулярные промежутки времени после инъекции. В конце эксперимента кровь и ткани лап собирали для измерения противовоспалительных цитокинов и гистологического исследования соответственно. Результаты были получены интересные. В остром воспалении все дозы экстракта ПКТ 250, 500 и 1000 мг на килограмм перорально значительно уменьшали толщину лапы через первые 3 часа дозозависимым образом, а процент ингибирования составлял от 38 до 50% соответственно. Провоспалительные цитокины, включая фактор некроза опухоли и интерлейкин-1 бета, статистически снижались при приеме всех доз экстрактов. Однако гистологическое исследование не выявило значимых результатов из-за кратковременности. Что касается подострого воспаления, то все дозы экстракта ПКТ значительно уменьшали толщину лапы на 12, 23 и 35% в зависимости от дозы. Кроме того, на 7-й день значительно снизился уровень провоспалительных цитокинов. Интересно, что гистологическое исследование тканей лап показало уменьшение мононуклеарной инфильтрации воспалительных клеток. Это наблюдалось в группе как получавших экстракты ПКТ, так и в группе получавших экстракты ПКТ дозозависимым образом. Вывод можно сделать такой. ПКТ проявил противовоспалительную активность на животных в моделях острого и подострого воспаления. Это позволяет предположить, что его можно использовать в качестве нового источника для лечения воспалительных заболеваний. Одновременно с этим производилось исследование по противомалярийной эффективности и токсикологической оценке лекарственных растительных ингредиентов препарата прабхамутавид, ПКТ,
как кандидата на разработку противомалярийного средства. 48 неочищенных экстрактов препарата ПКТ и 23 его растительных ингредиента были исследованы инвитро на противомалярийные свойства против штамма Plasmodium falciparum. Также применялась газ-хроматомасс-спектрометрия для выявления фитохимических веществ. Противомалярийную активность на мышах оценивали с помощью 4-дневного супрессивного теста против Plasmodium beringei в дозах 200, 400, 600 мг на килограмм массы тела и анализировали острую токсичность. Из 48 сырых экстрактов 13 проявили высокую противомалярийную активность в отношении штамма фальципарум. 9 экстрактов были умеренно активны. Кроме того, этаноловый экстракт препарата ПКТ показал умеренную противомалярийную активность в отношении штамма фальципарума. На основании результатов противомалярийных исследований и токсичности инвитро противомалярийную активность водного экстракта плодов терминалия Арджуна дополнительно изучали на мышах. Также использовался газ-хроматомасс-спектрометрический анализ экстракта терминалия Арджуна для выявления 22 полезных соединений. Анализ 4-дневного супрессивного теста показал, что экстракт арджуны в дозах 200, 400, 600 мг на килограмм массы тела значительно подавлял плазмодиум на 28, 45 и 67% соответственно. В исследовании острой токсичности экстракт арджуна оказался нетоксичным при дозе до 2000 мг на килограмм массы тела. Ну и в заключение. Хочется сказать, что современные исследования несколько смещают точку основного приложения арджуны. Если ранее, до современных исследований, считалось, что арджуной можно полечить больное или изношенное сердце, то над этим препаратом, возможно, над его составом, формой и концентрациями, еще необходимо поработать. Так, чтобы его можно было рекомендовать пациентам в качестве одной из основных линий лечения. Тем не менее, кардионаправленный потенциал препаратов из арджуны неоспорим и может использоваться в качестве вспомогательного средства, особенно для здоровых людей. Скорее, становятся интересными прочие свойства этого уникального растения. Его терапевтический потенциал в качестве средства профилактики и лечения широкого круга инфекционных и соматических заболеваний. Благодаря противовоспалительным, антиокислительным свойствам арджуна имеет потенциал в борьбе с рисками возникновения рака, поскольку упомянутые нарушения играют одну из ключевых ролей в канцерогенезе. Благодаря гепатопротекторным, антидиабетическим, а соответственно и сосудопротективным свойствам растения, мы можем говорить о том, что сердце, будучи крайне зависимым органом от качественного собственного кровоснабжения, уже как следствие будет сильнее, здоровее и прослужит без провалов на протяжении всей длинной жизни. Ближайшие исследования арджуны могут подтвердить его долгосрочную безопасность с учетом современной продолжительности жизни. А подбор компонентов, выбор форм, режимов дозирования, сочетание с другими веществами и так далее позволит включить препараты из такого удивительного, полезного по своим свойствам растения в наши современные протоколы лечения. Всем гармонии, баланса и наличия целей в жизни.